Здравствуйте, мальчики и девочки! Читали ли вы когда-нибудь живопись? Читали ли вы когда-нибудь картины? Вы скажете, как же можно читать картины, когда там нет слов, букв и предложений? А я вам скажу, такой секрет открою. Дело в том, что картины пишут художники точно так же, как писатели пишут свои рассказы, поэты пишут свои стихи. Так вот, на полотнах художников тоже написаны истории, написаны сюжеты, рассказаны истории, всевозможные истории интересные о каких-либо героях. И, конечно, на полотнах художников тоже есть свои слова, но они написаны другим языком. Я называю этот язык эльфийский. Это то же самое, когда мы с вами изучаем иностранный язык, или когда вы были совсем маленькими, вы с нуля начинали учить свой родной язык. И вот представляете, когда человек начинает изучать новый иностранный язык, другого народа, он то же самое с нуля начинает изучать буквы, складывает их в слова, постепенно начинает понимать то, о чем говорит иностранец. Вот точно так же и живопись. У живописи есть свой язык, который изображается через линию, через цвет, через композиционное построение, через всевозможные символы. У художников язык очень богатый и очень огромный. И его точно так же надо изучать, как свой родной язык или как иностранный. И вот сегодня я хочу с вами поговорить, представить свою программу, которую я написала именно для вас, дорогие дети. Да, это видео будет для детей, но обращаться мне бы хотелось к вам, дорогие родители и уважаемые коллеги-искусствоведы и педагоги. Меня зовут Елена Ромаренко, я культуролог, я искусствовед. Последние 6-7 лет я занимаюсь арт-аналитикой, а еще по первому образованию я музыкант-скрипач, я закончила музыкальное училище по классу скрипка. И все вот это меня ведет уже огромное количество лет, практически всю жизнь. И вы знаете, я занималась с детьми буквально с 4-5-летнего возраста. Это были индивидуальные занятия, и я поняла, что дети точно так же, как и взрослые, могут понимать искусство и даже понимать очень сложные слова. А это мне подсказали дети-билингвы, с которыми я занималась в русской школе здесь, в Барселоне. Дело в том, что билингвы — это дети, которые носители основного языка иностранного, а русский язык — это второй язык. И вот они как раз-таки мне подсказали, что объяснять искусство нужно точно так же, как учитель русского языка объясняет слова русские. То есть в этой программе как раз-таки я уделяю огромное внимание этимологии слова. Как это слово, из чего оно состоит, какой смысл этого слова. И поэтому ребята, которые обучались по моей программе, они очень легко апеллируют такими понятиями, как пуантилизм, импрессионизм, фавизм, футуризм, сюрреализм, потому что вот эти сложные слова, на первый взгляд, я объясняю простым языком детским. Почему? Потому что дети живут в своей стране, в стране детства, в своем мире, и там действительно иное общение. И вот как раз-таки этимология слов, вот это разложение по смыслам слова, оно очень сильно помогает при изучении искусства. И вы знаете, вот программу, которую я хочу вам представить, у меня уже есть свидетельство о том, что это авторская программа. И эту программу я начала писать в 2023 году, и в этом году только я как раз-таки вот получила свидетельство о том, что программа эта
новая, программа эта, можно сказать, эксклюзивная. Да, в основе лежат классические образцы, но сам метод и технологии в этой программе, они новаторские. Но я думаю, что новаторские, потому что я нигде подобного не встречала. И самое главное, что мне хочется сказать, программа основана на таких пластах научных, как искусствознание и культурология. Это очень важно. И следующий момент. В этой программе учитель не учит детей, и мы не изучаем искусство, а мы не просто понимаем искусство, а мы ведем диалог с искусством. Это очень важно. И учитель что делает? Или педагог, он только направляет детей, а дети используют как раз-таки исследовательский метод для того, чтобы познакомиться с искусством, для того, чтобы проникнуть глубоко. И вот сейчас я вам хочу представить свои тетради. То есть особенности этой программы как раз-таки вот в этой исследовательской деятельности. Это 2 тетради. Одна теоретическая, а другая практическая. Почему практическая? Потому что каждой теме обязательно необходима практика. Вы знаете, есть такие слова мудрые, которые еще Конфуций сказал. «Скажи мне, я забуду, покажи, и я запомню, дай сделать самому, и я пойму». Вот поэтому каждой теме, которая здесь прописана, есть, как я сказала, практическая работа. Эта программа, первая часть, которая называется «Чудо». Почему чудо? Потому что мы как раз-таки и изучаем азбуку искусства, то, что лежит в основе языка художника, чтобы потом ребенок действительно, глядя на какую-то картину, он начинал общаться не просто с тем, что там нарисовано, а он начинал видеть те слова, которые хотел сказать художник, вот именно в тех линиях, в том цвете, в тех образах. И начинаем мы свою тетрадку с представления главного персонажа, потому что, скажем так, директор этой тетради Леонардо да Винчи. Он здесь изображен, на всех практически страничках будет изображен в мультипликационном варианте. А в конце он проявится, он будет показывать свой автопортрет, как он выглядел, и вы поймете потом, почему именно я так поступила. И здесь на первой страничке он представляется, он говорит о себе несколько слов, он говорит о том, что мы с вами будем рассматривать, как мы будем общаться с искусством и вообще для чего изучать искусство. И здесь самое главное, он обращается непосредственно к ребенку, которому будет дана вот эта книга. Например, если я занималась с одним мальчиком, его звали Савочка, и вот здесь он пишет: «Здравствуй, мой дорогой друг Сава». Он обращается непосредственно к нему. И затем, как я сказала, мы начинаем общаться непосредственно с живописью. И в основе, конечно же, будет лежать сказка. Это картины Виктора Васнецова. И первая картина, с которой мы знакомимся, это «Царевна-лягушка». Вот это полотно его, огромное полотно, 2,5 метра, практически на 2 метра. И вот здесь, знаете, такой основной момент, когда мы сразу же начинаем говорить с детьми, а художник проиллюстрировал сказку, которую мы до этого читаем обязательно. И мы знакомимся со сказкой не для того, чтобы просто знать сюжет, а мы разбираем эту сказку в контексте культурологии, потому что в сказках заложено очень много мудрости. И вот когда ребенок понимает, что сказка — это не просто какая-то интересная история, а в сказке заложена некая символика, некая мудрость народа, вот тогда ребенок, прочитывая картину после сказки, он начинает размышлять, он начинает философствовать. И вот когда мы рассматриваем картину о царевне-лягушке, мы как раз-таки делаем такие практические работы. Я вам сейчас
покажу. Например, я предлагаю здесь детям рассмотреть, какой цветок напоминает вам Василису Премудрую, вот эту прекрасную царевну-лягушку, которая танцует. Почему? Потому что на основе этой картины мы рассматриваем не только тот сюжет, тот момент, который закладывает художник изначально, а мы изучаем, что такое ритм. Вначале мы рассматриваем, а где вообще существует ритм? Он в биении сердца, он в смене дня и ночи, он в той часовой, секундной, минутной стрелке. И мы этот ритм не только можем услышать, как в музыке, а мы еще пытаемся ритм увидеть. В архитектуре мы рассматриваем ритм, и после этого мы понимаем, что в живописи тоже есть свой ритм. И ребенок начинает изучать на основе вот этой картины, а что есть ритм в живописи. Далее мы с вами видим, что здесь музыканты изображены. Значит, это музыкальная картина. И я предлагаю детям послушать музыку. Я предлагаю детям 3 композиции. И они выбирают из этих мелодий, представленных, именно ту, которая могла бы звучать с этой картины. Но прежде чем узнать, какая музыка звучит на этой картине, мы должны внимательно рассмотреть, а какие музыкальные инструменты здесь представлены, а в каком одеянии находится наша царевна-лягушка. Почему? Потому что это очень важно. Если это тяжелое платье, с какой скоростью она должна двигаться, чтобы вот эти вот фалды появились. То есть, смотрите, мы проходим целую действительно исследовательскую работу. И дальше следующий момент, когда мы приходим к пониманию, а что есть линия в живописи. Почему? Потому что как раз-таки через линию мы начинаем понимать, композиция. Какая композиция? Как ее выстраивает художник? И вот здесь вот, отходя от композиции, мы приходим к такому заключительному выводу, когда мы изучаем золотое сечение. То есть дети в своих практических работах, они будут рисовать на этой картине всевозможные линии, мы будем рассматривать, где какие-то линии пересекаются, где они параллельно идут друг к другу. И потом уже когда ученик, когда ребенок начинает понимать, какая линия, как она ведется, только тогда он начинает понимать, а что такое композиция, он начинает входить в эту картину. И вот здесь, знаете, очень такой важный момент, когда мы изучаем, уже касаемся математики. А почему? Потому что золотое сечение построено на числе Фибоначчи. И вот здесь очень важно, когда мы с ребенком проходим как раз-таки, а как мы получаем числа Фибоначчи? Мы рассматриваем золотое сечение в природе, мы рассматриваем золотое сечение в самом теле человека, как человек устроен. И после этого мы находим вот это золотое сечение здесь на картине. То есть, смотрите, одна картина у нас — это целый комплекс занятий. То есть на одну картину мы можем уделить 3 или 4 занятия. И следующая картина, которую я хочу вам представить. Я, конечно, не буду сейчас объяснять вам всю тетрадь, потому что это очень долго, всего 19 тем, но я вам немножко расскажу, чтобы вы понимали, да, о чем эта программа. Следующая картина — это как раз-таки о том Иване-Царевиче, который верхом на сером волке вместе с Еленой Прекрасной буквально врываются вот в этот темный, загадочный, сумрачный лес. И здесь что самое главное в этой картине? Да, ребенок уже понимает, что такое ритм, ребенок понимает, что такое линии и композиция, но здесь мы начинаем изучать, а вообще, кто такой герой, кто такой персонаж и кто является главным героем, а кто здесь второстепенный герой. Вот здесь как раз-таки, знаете, делается упор на словарный запас детей. Я, знаете, что заметила? Когда я с детками работала,
А работала я не только в индивидуальном порядке, частные уроки, и не только с билингвами, еще опробировала я эту программу в России на тех детях, которые как раз-таки основной язык, носитель русского языка. И я заметила, что у детей глаголы и существительное, да, они употребляют в большом количестве. Но вот эпитеты, которыми можно апеллировать, которыми можно описывать, здесь уже немножко сложный случай. Когда я спрашиваю, опишите этого героя, что ребенок говорит? Он хороший. Или он красивый. А что значит красивый и хороший? Вот на этом все и заканчивается. И вот здесь я как раз-таки предлагаю рассмотреть лес. И какой лес? И огромное количество прилагательных, которые ребенок может выбирать. А лес какой действительно? И мы, оказывается, выясняем, что не только здесь лес загадочный, но и два вот этих персонажа – волк и сам Иван-Царевич. По сказке волк является наставником, воспитателем Ивана-Царевича. И вот как раз-таки мы рассматриваем, характеристика Ивана-Царевича и волка. Дети подчеркивают красной линией, что является, какие слова ближе к волку, а синий – характер самого Ивана-Царевича. И выясняют, а кто же волк на самом деле, кем он доводился Ивану-Царевичу. И вот здесь как раз-таки образ волка мы рассматриваем очень серьезно. И вы знаете, вот когда изучаешь картины вот по этой программе, мы никогда не заканчиваем рассматривать одну картину и забываем о ней. Нет. Потому что как раз-таки вот эти две картины о царевне лягушке и об Иване Царевиче и сером волке, они синонимичны. А что здесь общего? Вот как раз-таки опять здесь философский момент. Опять дети выясняют, какой персонаж здесь может связывать. И он изображен как на этой картине, точно так же и на этой картине. А еще, знаете, такой момент я упустила, рассказывая о картине, о второй картине Васнецова «Иван-Царевич и серый волк», когда мы здесь рассматриваем не только характеристику главных персонажей и второстепенных, а когда мы сопоставляем, а почему лес такой, а почему Виктор Васнецов изобразил именно вот такими цветами двух человек, которые сидят верхом на волке. Что он хотел тем сказать? И вы знаете, дальше мы приходим к тому, что оказывается в этой картине Виктор Васнецов связал такие две, казалось бы, несвязующие эпохи. Это древние предки с их традициями, которые как раз-таки и говорили о нашем мироздании, о Нави, Яве и Праве, и уже христианская эпоха. Это иконопись. Вот понимаете, в одной картине мы рассматриваем, и что такое иконопись, и как наши древние предки распределяли вот это мироощущение мироздания на Навь, Явь и Правь. Следующая картина, конечно же, мы переходим, это, конечно же, будет Алёнушка Виктора Васнецова. И вот здесь мы уже постепенно переходим в реальную жизнь и сказки, потому что Виктор Васнецов написал эту замечательную картину про Алёнушку, опираясь действительно на тот прототип, на тот настоящий образ, который он встретил, гуляя по лесу. Встретил обычную девочку-крестьянку, и в глазах ее такую тоску он увидел. И когда он изобразил эту картину, то все, конечно же, на выставке сказали: так это же Алёнушка. И вот таким образом эта картина стала сказочной. И вот здесь уже мы разбираем с детками, а что есть символ. Потому что все те детали, которые расположены вокруг главного персонажа, опять мы читаем сказку, мы разбираем, а какой здесь злой персонаж, а какой здесь добрый. И вот как раз-таки мы здесь говорим о том,
а какие детали вокруг Алёнушки. И еще, вы знаете, я упустила такой момент, к каждой теме есть презентация цифровая, и вот в презентации более подробно упоминаются какие-то моменты, которые не упоминаются в тетрадке, да? И вот здесь как раз-таки вот эти символы ребенок начинает понимать, мы через знак изучаем, что есть символ, но знак — это устоявшееся правило, а символ — это некая история, это некий сюжет, который разворачивается вокруг одного объекта. И вот здесь мы, конечно, рассматриваем с детьми, и по символам мы понимаем, мы прочитываем о том, что а какое будущее будет у этой Алёнушки. Как же вся история закончится, чем она закончится. И еще, знаете, здесь очень важный момент, когда мы сравниваем картину с собственным ростом. Потому что мы сразу представляем, каких размеров, каких масштабов полотно, а это очень важно, и какого роста может здесь изображаться Алёнушка. Почему мы это делаем? Потому что мы опять приходим к композиционному построению. Почему? А потому что здесь вступает в силу геометрия. Мы начинаем высчитывать. Если в первой картине «Царевна-лягушка» мы высчитывали, что есть золотое сечение по математике, то здесь уже мы не просто высчитываем, а мы выстраиваем геометрическую проекцию, как же геометрия может послужить в построении, в композиционном построении картины. Вот, друзья мои, здесь очень много всевозможных пазлов, которые мы собираем с детьми. Они составляют из этих пазлов другие картины и делают целую галерею, потому что мы проходим не только эти картины и сказки, а мы прочитываем и просматриваем другие картины. И дальше мы приходим к пониманию, а что такое живопись? Что это живое писание. А через что живое писание может быть? Вот как раз-таки мы здесь переходим к следующему этапу, когда начинаем изучать, что есть цвет. И цвет мы изучаем не просто по радуге, а это и первичный цвет, и вторичный цвет, и третичный, и те тональности, которые возникают после этого. И мы все это изучаем на основе еще музыки, потому что музыка, математика и вот эти тональности цвета, они едины, они собраны в единую гармонию, в единую мысль, гармоничную мысль. И вот здесь мы с детьми слушаем, и рассматриваем. И дальше. Так, а еще, знаете, не сказала сейчас, упустила момент по поводу практической работы, потому что мы начинаем цвет изучать, конечно же, с той радуги, которая нам предоставляет природа. И вот здесь мы сначала изучаем, что такое теплые, холодные, нейтральные цвета. Дальше мы проводим опять исследовательскую работу, потому что из первичных цветов мы должны получить вторичные, а из вторичных, дополняя другими цветами, мы получаем третичные цвета. И вот здесь мы выходим к пониманию, а вообще, какие оттенки существуют, да? И мы начинаем вырезать и раскладывать холодные цвета, теплые цвета. Дальше я предлагаю детям здесь посмотреть на цветы в природе, потому что каждый цветок имеет лепесточек, но лепесточек не прописан только одной тональностью зеленого цвета. Если мы посмотрим внимательно, то каждый цветок имеет свой зеленый определенный цвет. И вот здесь я детям предлагаю, чтобы они как раз-таки подобрали свою тональность зеленого цвета к определенному цветку, а дальше немножко сложнее. Когда свет светит, то у нас на одном зеленом листочке может быть несколько оттенков. Да? Мы постепенно переходим к пониманию, что есть цвет, а что есть оттенок, что есть тональность в музыке, а что есть полутон. И вот здесь как раз-таки мы приходим к другому уже художнику. Это Михаил Врубель и его прекрасная «Царевна-лебедь».
Вы знаете, вот здесь вот, конечно, огромное количество оттенков. Еще, знаете, упустила такой момент, когда мы рассматривали первую картину «Царевна-лягушка», вот тогда мы смотрели еще и эскиз. А художник от чего отталкивался? Какой эскиз был до того, как написать полностью полноценную картину? И почему эскиз и картина меняется? И вот здесь вот почему я вспомнила про эскиз, потому что мы рассматриваем эскиз, который был создан самим Врубелем поначалу, да, и что из этого получилось. И потом сравниваем. А вообще, вот этот широкий мазок, и если бы тонкой, изящной кистью Врубель написал бы свою «Царевну-лебедь», имела бы она такой характер, и несла бы она вот опять тот философский момент, который мы с детьми открываем. Вот здесь тоже упражнение очень интересное. Дети из слов представленных складывают, а что есть эскиз? И они складывают не просто слова, которые должны идти по логике мышления, а они ставят запятые, где нужно, они ставят знак тире, точку обязательно. То есть, смотрите, получается так, что вот в этих картинах, которые мы изучаем, мы рассматриваем не только сам сюжет, не только историю, мы прочитываем сказки, мы в контексте, опять я повторюсь, культурологии, мы рассматриваем очень глубоко какие-то слова этимологические, потому что не все дети понимают сейчас, кто такой купец, а кто такой боярин. Или когда мы прочитываем сказку Пушкина о царе Салтане, она достаточно сложная. И вот здесь приходится после прочитывания некоего слайда, потому что по слайдам мы смотрим и читаем, я должна детям уже пересказать этот сюжет, потому что не все улавливают момент, например, когда князь Гвидон остается с матушкой на острове, и он хочет сделать лук, у него появляется стрела, причем одна стрела, и лук он из чего делает? А он снимает крестик со шнурка, который висит у него здесь на шее. Понимаете, вот такие моменты, они должны обязательно проговариваться, чтобы дети не просто по ушам вот это вот все так проходило, да, проглаживалось, а чтобы это попадало внутрь, и ребенок начинал анализировать, ребенок начинал осмыслять вот эти мелкие детали. Почему я об этом говорю? Когда мы рассматриваем картины, мы обязательно применяем определенный метод. Например, при рассмотрении той же самой «Царевны-лягушки», этой картины, мы применяли индуктивный метод. Почему? Потому что, собирая из мелких-мелких деталей, мы приходим к общему пониманию. А во второй картине мы как раз-таки применяли дедуктивный метод, когда мы из общего вычленяли вот эти вот нюансы, которые действительно подтверждали нам общую идею. И, друзья мои, я не буду дальше рассказывать о хроматизме, который мы изучали, что такое хроматизм и монохромность. Мы опять проводим огромную, колоссальную исследовательский метод, когда мы из одного цвета, из черного, он у нас превращается в белый. И дальше мы опять возвращаемся к первой картине, потому что мы сравниваем вот этих двух царевен. Почему? Потому что одна из них более загадочная, магическая, волшебная, а другая ближе к людям, ближе к человеку. И следующий момент, почему вот эта тетрадка называется «Чудо»? Потому что мы следующий момент, если до этого первая часть относилась к искусствознанию, то здесь уже культурология, потому что 7 чудес света мы изучаем, и мы изучаем эти 7 чудес света, опять-таки проводя исследовательскую работу. Дети строят огромное количество макетов, мы делаем, мы опять высчитываем, мы даже в астрономию погружаемся и в географию. Мы изучаем такие нюансы, где берет русло
Нил. А почему верхняя северная часть Египта называется Нижним Египтом? А почему сады Семирамиды назывались висячими? А что такое скульптура? Мы создаем скульптуру собственными руками. Здесь вот в практической работе очень много сейчас момент продемонстрирую вам. Мы египетскую пирамиду создаем. Дальше проецируем. Мы рисуем вот такого слона. Почему? Потому что слон весит 3 тонны, а 3 тонны как раз-таки и весил один вот этот огромный блок, который складывается, пирамида и складывается из всех этих блоков. И затем, так, я сейчас перехожу уже, сейчас к скульптуре, да, я сказала. А вот здесь вот в скульптуре, знаете, мы уже погружаемся в миф. Что такое миф? Потому что, изучая скульптуру, одно из чудес света — это же статуя бога Зевса. А кто такой был Зевс? Его атрибутику мы рассматриваем и вычленяем. А что принадлежит Зевсу? Да, какие символы? Дети уже понимают, что такое символ. И дальше. А чем картина отличается от скульптуры? Опять-таки. И какие материалы употребил скульптор для создания скульптуры того же самого Зевса. И вот здесь вот самый момент, когда мы переходим уже к другой скульптуре. Опять идет сравнение. То есть смотрите, вот этот момент аналитического мышления, он постоянно присутствует. И еще, знаете, очень важно сказать о том, что когда ребенок начинает описывать картину, вот здесь вот включается как раз-таки, как говорится, другая часть мозга, которая и отвечает за речь, которая и показывает, какие слова не хватает для общения ребенку. Если мы изучаем храм Артемиды в Эфесе, а мы изучаем, кто такая была Артемида, а мы изучаем вообще, а что такое храм, а как он строился, а кто такие древние греки. То есть работа проделывается колоссальная детьми. И вот здесь опять-таки символические принадлежности Артемиды. А потом еще, знаете, я здесь придумала одну такую деталь, очень важную технику, да, технологию. Поиграем в противоположные слова. То есть Артемида, она была сестрой Аполлона. А это две противоположности. И вот здесь мы как раз-таки в противоположностях начинаем понимать, уже мы касаемся немножко Аполлона, а какая символика, какие символические детали принадлежит Аполлону. То есть, посмотрите, вот эта программа, я и говорю, она уникальна тем, что она очень широкая. Мы как будто бы разматываем клубочек, который собирается, становится, или заматываем, да, который становится все шире и шире, больше и больше. И в итоге мы приходим к тому, что мы изучаем, я предлагаю детям узнать, а что такое жанр. Так, пропустила один момент. Когда мы изучили все 7 чудес света, вот здесь как раз-таки Леонардо, вот видите, я заговариваюсь и забываю про главного-то героя Леонардо. Леонардо как раз-таки он и дает все подсказки детям. И вот здесь он говорит о том, я думаю, теперь ты знаешь, что самые настоящие чудеса — это не придуманные истории о магах и суперменах. Сама наша жизнь — это великое чудо. Небо, солнце, природа с ее загадками и человек со своими возможностями. Вот оно, большое чудо. А еще человек как творец. И мы здесь сочиняет прекрасную музыку, пишет стихи. И, возможно, картина как книга. Просто надо очень внимательно ее рассматривать. И давайте попробуем прочитать историю детей одной картины. И вот здесь вот как раз-таки мы с детьми
в первый раз уже и читаем живопись. Мы читаем историю, которая случилась вот с этими детьми художника Маковского по вопросам, да, по тому, как дети уже понимают, что такое композиция, линия, цвет, динамика. Это мы все уже проходили. И вот здесь как раз-таки ребенок уже начинает действительно сталкиваться. Знаете, когда они прочитывают эту картину, невзначай они выдыхают и говорят: «Ого! А мы даже и не знали, что возможно придумывать такую историю». Но она не придуманная, она лежит в основе действительно этой картины. Но все же ребенок понимает, что отчасти он стал автором этой истории, потому что как раз-таки ребенок самостоятельно приходит к мысли, что хотел сказать художник и что прочувствовал и понял сам ребенок, который смотрел эту картину. И дальше я предлагаю как раз-таки узнать, а что такое жанры в живописи, какие бывают жанры. И вот здесь вот на основе того, что нам представляет природа, что нам представляет, а кто такие животные, а какие профессии, как профессии делятся, рабочие и творческие профессии, как насекомые могут делиться на классы млекопитающих, и животный мир на классы млекопитающих и класс насекомых, как деревья делятся на хвойную породу и лиственную. И ребенок вот здесь начинает сам понимать, а что такое жанры, когда он распределил, когда он понял, что оказывается, можно все очень легко классифицировать, разложить все по полочкам. И вот здесь я предлагаю детям, чтобы они сами поняли, а что такое жанр в живописи. И как раз-таки дети понимают, какие есть основные жанры в живописи. И вот здесь мы начинаем работать с жанрами и непосредственно выяснять, какие это жанры, тоже определенное задание. И дальше, друзья мои, мы переходим к основному моменту, когда мы изучаем, а что такое портрет, какие портреты бывают. Опять-таки выясняем автопортрет, камерный портрет. Опять-таки здесь этимология слов и фраз. Мы сравниваем характер портретируемых. И мы выходим к тому, что портрет, оказывается, имеет свою определенную историю. А какую историю? А эта история начинается с Древнего Египта. И вот здесь мы рассматриваем полностью, не полностью, но мы очень глубоко касаемся культуры Древнего Египта и рассматриваем миф, рассматриваем вот тот культ древних египтян, который и привел к тому пониманию, а что были такое первые портреты в истории искусства. Мы рассматриваем фаюмские портреты. И вот здесь фаюмские портреты, очень интересная технология была изготовления вот этих фаюмских портретов. И мы сами создаем вот эти вот, можно сказать, инструментарии для того, чтобы написать. Фаюмский портрет мы изучаем, знаете, каким образом? Мы с помощью, сейчас минутку, открою, пластилина создаем как раз-таки портреты. Вот я сейчас вам покажу. Сейчас я открою. Вот как раз-таки на основе какой-то плотной бумаги, картона мы создаем свой фаюмский портрет. Немножко потеряла. Сейчас я дойду до него, и я вам обязательно продемонстрирую. Так, пропустила я один момент, когда мы изучаем портрет. Вот здесь очень важно, у нас есть одна такая девочка, Элька ее зовут, и у нее здесь всевозможные эмоции. И вот как понять, какие эмоции у этой девочки? И вот каким образом мы понимаем? Я предлагаю им слова, которые они вырезают, и возле каждого портрета эмоционального они как раз-таки могут эти слова приклеить, да, выяснить, какую эмоцию сейчас выражает лицо Эльки, а сейчас Элька с какими эмоциями. Так, фаюмский портрет найти не могу, друзья мои. Наверное, сейчас я найду все-таки.
Когда мы изучали Египет, мы действительно опять возвращаемся к золотому сечению. Смотрите, вот все, что мы изучаем, мы обязательно возвращаемся. Это вот идея как раз-таки этой программы, чтобы ребенок возвращался уже к изученному, и уже вам же нравится все, когда вы понимаете, когда вы с этим знакомы, вам нравится возвращаться и апеллировать уже знаниями. И вот такие фаюмские портреты мы создаем. Это уже на основе плотного картона дети при помощи пластилина создают вот такие вот портреты. Ну, каждый, конечно, старается. Мы изучаем, почему фаюмский портрет отличается от египетской маски. Да? И вот здесь такой момент очень важный, когда мы переходим уже к тому пониманию, а что такое объем, что такое тень, свет и полутень. Мы немножко уже касались, да, когда изучали, что такое цвет и что такое полутона. Но здесь мы уже начинаем апеллировать не просто полутонами, а светом и тенью. Реальности настоящей и понятие реализм. И приходим уже к древнеримскому скульптурному портрету, где уже индивидуальность и личность. И вот здесь огромное количество тоже я предлагаю всевозможных заданий. И одно из заданий очень интересное, сейчас я вам его продемонстрирую, когда мы берем вот эти скульптурные портреты, сравниваем с настоящими портретами. То есть у ребенка вдруг начинает скульптура оживать, она начинает превращаться в настоящего человека. И уже здесь ребенок начинает понимать действительно, а почему вот в римском портрете действительно существует индивидуальность. И в итоге мы приходим уже к пониманию, а как дальше развивался портрет. А портрет дальше развивался в эпоху Возрождения. Вот мы пришли к тому Леонардо, который говорит о том: мой дорогой друг, посмотри, как интересно, как небыль может превратиться в быль, как легенда или миф могут нам рассказать и показать самые сокровенные тайные чувства человека, а сказка порой так похожа на реальность. Наверное, мы не совсем хорошо знаем эту жизнь, и наше прошлое все равно остается для нас загадкой. Но те тайны, которые нам удалось раскрыть, могут помочь нам узнать лучше самих себя. Вот то, о чем говорил Леонардо в самом начале, на самом первом листочке, когда он приветствовал ребенка, и он говорил: «Я помогу тебе». Самое главное совершить в твоей жизни — научиться видеть самого себя, раскрывать самого себя. И Леонардо здесь говорит: а сейчас, дорогой мой друг, я покажу тебе свой настоящий портрет, вернее, автопортрет. И вот здесь вот мы немножко говорим о Леонардо да Винчи. Какие научные труды он оставил после себя, как он подходил к живописи, как он изучал живопись, и что изобрел Леонардо да Винчи, что потом после Леонардо да Винчи использовали практически художники в будущем. И в конце Леонардо заканчивает, он говорит: ты молодец, миллион раз тебе браво. Дорогой мой друг, ты проделал колоссальную работу. Я поздравляю тебя с успешным завершением. Уверен на все 100%, что сейчас ты знаешь о нашем мире намного больше, чем раньше. Ты больше стал понимать людей и, главное, самого себя. Удачи тебе, твой Леонардо да Винчи. Вот, друзья мои, вот это первая часть, здесь 19 тем, и, как я сказала, каждая тема, она раскрывается в нескольких занятиях. И сейчас давайте я подведу итог. Я хочу сказать о том, что каждая тема, как я сказала, уже подкрепляется практической работой. Ребенок проводит исследовательскую работу. И вот здесь, вот вы знаете, возникает вот такая внутренняя свобода общения с живописью, общения с искусством, общения с какими-то культурными артефактами. Почему? Потому что ребенок сам достигает того знания, то знание, которое приходит ему, и начинают стираться. Ребенок, вернее, знаете, он даже не начинает заболевать вот теми стереотипами, которыми, к сожалению,
наше общество подвержено. То есть не вот эта вот колея, которая закрыта шорами, а у ребенка вот это вот огромное количество ракурсов появляется. Он одну и ту же вещь рассматривает с разных ракурсов, с разных сторон. И вы знаете, самое главное — это сокращается разница между «знаю» и «понимаю». Вот это вот очень важно. И вы скажете: так, вот вы так сухо стали прям рассматривать искусство, а где же эстетическое восприятие ребенка? Вот вы знаете, когда ребенок так глубоко погружается в язык художника, когда он начинает видеть картину с нескольких ракурсов, вот здесь и открывается новое прочувствование. И вот здесь вот эти знания, они становятся прочувствованные, и ребенок понимает, что в жизни все настолько взаимосвязано. Вы знаете, вот я думаю, что многие родители скажут о том, что искусство в первую очередь, оно дает эстетическое воспитание. Да, я не спорю. А какие-то меньшее количество людей скажут, что вместе с искусством ребенок изучает и историю, и литературу, и вот вам, пожалуйста, философия, размышления. Да, еще меньшее количество процентов, может быть, 10-15 скажут, что обогащают язык. Но вы знаете, я не совсем уверена, что кто-то скажет, развивает мышление исследователя. И вот как раз-таки я хочу сказать, что искусство — это тот мир богатый, где собирается и наука со своим доказуемым, и творчество со своим процессом творения воедино, и как раз-таки показывает целостную картинку нашего мира. Вот, друзья мои, я очень рада, что эту программу я уже засвидетельствовала. У меня вот такое вот прям свидетельство есть со всеми номерами здесь, со всеми цифрами необходимыми. Вот. Ну и я думаю, что вы понимаете о том, что пройдя вот эту такую программу, подобную программу, ребенок не будет уже каким-то несмышленышем, да, он совершенно по-другому начнет воспринимать жизнь, потому что искусство как раз-таки и наша жизнь, они очень-очень сопричастны. И я буду рада, если ребенок как раз-таки он будет видеть искусство в жизни и жизнь в искусстве. Вот все, друзья мои дорогие, все, что я хотела вам сегодня рассказать. И буду рада, если вы действительно не просто почувствуете и будете получать эмоциональный заряд от живописи, от искусства в целом, а вы будете прочитывать картину, вы будете понимать историю, которую гласит музыка, вы будете в архитектуре действительно видеть слышать эту музыку, видеть вот этот ритм и видеть вот эту мелодическую линию. Ну и если искусство будет вам сопутствовать в жизни, это просто счастье. Я уверена, вы продлите свою жизнь на много-много лет.